Стервятники безвредны, несмотря на пугающую роль, которую они играют в историях и мифах. Они пируют в основном на мертвых животных и фактически полезны людям, потому что они чрезвычайно эффективны в избавлении людей от отходов из животных в наших городах, деревнях и на дорогах. Общая информация о стервятниках. Есть две категории стервятников – американские грифы или грифы Нового Света и стервятники Старого Света. Во всем мире существует 15 видов стервятников. Их можно встретить в Африке, Азии и Европе. Стервятники Старого Света относятся к тому же ряду, что и ястреб и орел. В Северной и Южной Америке 7 видов стервятников Нового Света. Стервятники Старого и Нового Света не тесно связаны друг с другом, но, как полагают, они независимо друг от друга эволюционировали аналогичным образом. Несмотря на их устрашающее присутствие, стервятники довольно безвредны. У них нет стимула атаковать людей, и им не хватает физических атрибутов, которые могут представлять угрозу. Хотя они плотоядные, большинство стервятников питаются только животными, которые уже мертвы. Некоторые стервятники будут извергать рвоту в качестве защитного механизма. Это характеризует степень их враждебного поведения. Хотя это на вид выглядит противно, вряд ли это опасно для жизни. Стервятники – одни из самых лучших утилизаторов, рециклистов в природе. По этой причине они ценны для окружающей среды и для людей. Стервятники часто встречаются вблизи городов, потому что люди производят значительный и надежный поток пищи. Мусор, дорога и животноводство обеспечивают достаточными возможностями для кормления стервятников. Без стервятников наши дороги будут завалены убитыми животными. Сообщества и природные экосистемы пострадали бы от их присутствия, поскольку скопления животных только бы увеличивались. Опасения, слухи и миф о стервятниках. Сегодня европейцы стали опасаться стервятников, поскольку они боятся быть окруженными ими, особенно если вы старый человек или больной. Один пиренейский мужчина рассказал об ужасе, когда один пенсионер рухнул и умер на прогулке. После последовала сцена, когда слетели стервятники. Могло ли дальше произойти что-то немыслимое? К счастью, нет. Было много ругани и криков, и птицы улетели. Во французском еженедельнике были мрачные разговоры о мутировавших стервятниках. Одна женщина рассказала, что группа птиц, чьи крылья могут превышать в размере 2 метра, угрожающе собрались рядом с местом, где сидели ее дети. Один фермер сказал, что видел, как группа стервятников атакует и начинает поедать взрослую корову. Поступали сообщения о переноске живых животных. В 2007 году было подано 42 претензии от фермеров в отношении компенсаций, которые говорили, что у них был домашний скот, который унесли птицы. В 2006 году их было 33. Так что происходит? Могут ли эти птицы изменить свои привычки настолько, что теперь они представляют угрозу для человека? На самом деле в этой нити есть увлекательное сочетание правды и вымысла. Что-то странное происходит со стервятниками Европы, признает эксперт Королевского общества птиц Грэхэм Медж. Мы видим стервятников над Бельгией и Голландией. Эти птицы разлетаются по всей Европе в поисках пищи, говорит он. В Южной Европе обитает около 42 тысяч птиц, и они, похоже, направляются в эту сторону. Как обычно, угроза исходит не от животного, а наоборот. На протяжении веков пиренейские фермеры в Испании жили в гармонии с белоголовым сипом, великолепным грифоном-стервятником. Прогуливаясь среди животных и полей, птицы не считались ни угрозой, ни даже неприятностью, а как жизненно важная часть экосистемы. Ибо когда фермерам приходилось избавляться от туши животного, они просто приносили ее к одной из сотен малодаров, свалах туш, разбросанных по горам. Там собирались стервятники, чтобы выполнить свою работу. Это была система, которая приносила пользу как человеку, так и птице. Но в конце 90-х годов еврократы Брюсселя решили запретить эту вековую систему. Это вызвало кризис для стервятников, которые стали вылетать в новые районы в поисках пищи. На сегодняшний день они добрались до Северной континентальной Европы, Финляндии. Маловероятно, что они придут сюда, говорит Грэхэм Медж, поскольку они ненавидят летать над большими водоемами. Тем не менее, тот факт, что они были замечены в Финляндии, что почти наверняка связано с пересечением Балтийского моря, показывает, что присутствие Британии может быть только вопросом времени. На протяжении многих лет стервятники, как и все хищные птицы, подвергались беспощадному преследованию, но не всем нравились эти пожиратели гниющей плоти. В Индии сообщество парсов в Бомбее полагается на стервятников, чтобы избавиться от своих мертвых сородичей. Остатки покойного оставляют на высоких деревянных строениях, башнях тишины, чтобы их забрали птицы. Парсы считают, что земля, огонь и вода не должны быть загрязнены мертвыми, что происходит во время захоронения или кремации.
Но в Индии произошел кризис со стервятниками. Всего за 15 лет их численность сократилась на 97%. Это связано с малоозвучиваемым фактом, что диклофенак – противовоспалительное лекарственное средство, обычно назначаемое как животным, так и человеку, вызывает мгновенную и смертельную почечную недостаточность у стервятников. Достаточно того, что лекарство остается в тканях, и похоже, что именно это уничтожило стервятников в Индии. «Стервятник не любит брать живую добычу», – говорит Мэш, но голодающие птицы, похоже, становятся более смелыми. Например, птицы иногда поедают плаценты новорожденных овец, но теперь они пытаются съесть их, все еще прикрепленных к телу матери. И согласно докладу за июнь 2007 года, были случаи, когда стервятники хватали тела подстреленных животных, прежде чем охотники смогли добраться до них. Но стервятники нападают на здоровых взрослых коров? Ни за что. Эти рассказы подпитываются не только гордым духом, но и обещанием неплохих компенсационных выплат. Тем не менее, сообщения о стервятниках, нападающих на мелких животных, нуждаются в изучении, говорят орнитологи. Так стервятники нападают на людей? Не было никаких достоверных сообщений о том, что стервятники атакуют людей. Хотя они крупные и мощные птицы, достаточно сильные, чтобы нанести значительный урон, они просто не развились так, чтобы справиться с большими живыми животными. Их экологическая ниша заключается в том, чтобы пировать на мертвых. И по сути даже самые большие стервятники робкие и быстро отступают, если к ним кто-то подходит. Вероятно, мы должны отбросить сказки из Пиренеев. Стервятник – нелюбимая птица, никому она не нравится. Это тощие и уродливые существа с особыми пищевыми привычками, которые вызывают у нас смесь страха и отвращения. Но как и все существа, как бы они ни были непривлекательны, у стервятников есть работа, и в этом случае чрезвычайно ценная. Подобно личинкам и бактериям, стервятники являются жизненно важной частью цикла рождения, смерти и гниения. Никто не хочет видеть, когда они кружат над головой. Возможно, мы бы стали относиться к ним по-другому, если бы они исчезли. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока.